Друзья, всем огромнейший привет, с вами Лада, и в этом видео я покажу 3 способа того, как сделать аккуратный переход от дна к стенкам корзиночки. Если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. Итак, показываю первый способ того, как сделать аккуратный переход от дна к стенкам корзиночки. Перед этим обязательно увлажнила стоечки, но не по всей длине, а лишь вот здесь вот у основания. Это для того, чтобы они мягко, плавно поднимались. Если их увлажнить по всей длине, тогда они будут очень мягкие и их будет неудобно оплетать. И сейчас я вот эти вот стоечки поднимаю, помогаю им подняться, то есть пальчиками немножечко разминаю вот это место у основания, для того, чтобы при поднятии у них не было заломов. И вот такие вот манипуляции проделываю по всему диаметру моего донышка. На самом деле этот этап можно и упустить, если вы в своих трубочках уверены, что они не будут заламываться при вот таком вот поднятии, то в принципе можно их пальчиками не разминать и не помогать им. Итак, это я все сделала. Теперь мы с вами добавляем рабочие трубочки. Я их добавляю в плетение, то есть я их не приклеиваю, я их вот так вот в плетеные ряды вставляю. Мне кажется, от того плетение становится прочным. Итак, у меня будут 3 рабочие трубочки, потому что я буду плести веревочку в 3 трубочки. Но на самом деле при этом переходе можно проплести веревочку в 2 трубочки. Это уже как удобно, мне кажется, но с эстетической точки зрения мне нравится больше вариант с веревочкой в 3 трубочки. Итак, рабочие трубочки у нас вставлены. И теперь я начинаю проплетать веревочку в 3 трубочки, начиная с крайней левой. Постепенно поднимая мои стоечки. При оплетании они уже у меня встают в вертикальное положение, поэтому их уже не нужно держать. Очень аккуратненько, постепенно. Вот так вот плету. Тут главное не запутаться в ваших рабочих трубочках. Проплетая таким способом, внимательно смотрите на то, чтобы плетение ваше было очень плотным. Подтягивайте рабочие трубочки как можно плотнее. Иначе просто внутри у вас будут ненужные зазоры. Я проплела этот ряд до конца и уже перешла на следующий. И посмотрите, какой аккуратный переход от дна к стенкам у меня получился. Получается некое подобие косички. Все очень даже аккуратненько и интересно смотрится, что с этой стороны, что с этой стороны. Теперь показываю второй способ перехода от дна к стенкам. Перед этим я обязательно слегка увлажнила стоечки, но не по всей длине, а вот также у основания. Этот способ заключается в следующем. Мы с вами поднимаем стоечки, но не просто поднимаем, а заводим их друг за дружку. Как я это делаю? Итак, для этого я взяла вот такую вот ненужную трубочку и занимаю место у первой стоечки, которую собираюсь заводить. И беру вот эту вот стоечку и завожу ее за следующую, за ней. Вот таким вот образом. Покажу немного поближе. Итак, завели, подняли. Следующая стоечка у нас точно так же заводится за следующую стоечку и поднимается. Вот таким вот образом. Старайтесь завести ее как можно плотнее. Далее стоечку берем, заводим за следующую и поднимаем. И так далее по всему периметру
нашего донышка. Здесь самое главное слегка стоечки увлажнить, чтобы они не заламывались у нас на поворотах. Аккуратненько. Они в этих местах очень нежные. Вот таким вот образом поднимаем. Параллельно я их держу вот здесь вот, чтобы они у нас никуда не ложились. Подошли мы с вами к началу. Вот эту трубочку мы вынимаем. И в это место, которое у нас немножечко шире, мы вставляем последнюю нашу стоечку. И вот эту стоечку мы немножечко подтягиваем, убираем зазор. Ну и вот такой аккуратный переход у нас с вами получается. Уже можно плести следующий ряд. У меня это будет веревочка в 2 трубочки. Рабочие трубочки я уже установила в плетение и начинаю плести второй ряд. А здесь, чтобы вот эти стоечки с одной стороны мне не мешали, я заколола их прищепкой. Итак, начинаю плести второй ряд. В основном я его плету без формы, поэтому что я делаю? Я слегка на себя вот так немного направляю трубочки стоечки. И при плетении второго ряда здесь нужно их, конечно же, выравнивать, потому что они сейчас все в одну сторону у нас ложатся. Ну и при плетении я их вот так выравниваю и ставлю в вертикальное положение. Там, где нужно, их немножечко подтягиваю, чтобы исчезали вот эти зазоры в этих местах. И плету дальше. Ну и вот такой переход у нас с вами получается. С этой стороны он выглядит таким образом. Если мы посмотрим снизу, то он будет выглядеть у нас вот так. Ну и показываю третий способ перехода от дна к стеночкам. Здесь при этом способе у нас появляется подобие косички у основания корзиночки. И этот способ очень похож на предыдущий, когда мы стоечки заводили друг за дружку. А в этом способе у нас стоечки каждая будет заводиться за вторую, пропуская первую. Для этого способа мне понадобятся вот такие вот трубочки, чтобы занять место. Могут быть обрезки трубочек ненужных. Вот таким вот образом заняли место. Стоечки у меня очень хорошо увлажнены. И что я делаю? То есть я беру стоечку, вот так вот ее загибаю, пропускаю одну и завожу за вторую. Вот так вот ее поднимаю и держа рукой левой. Итак, следующую стоечку беру, одну пропускаю и завожу за вторую. Здесь пальчиками помогаю им вот так вот согнуться и встать на свое место. Здесь то же самое. Беру следующую стойку, пропускаю одну, завожу за вторую, пальчиками помогаю. И вот так по всему периметру нашего дна. Беру стоечку, пропускаю одну, завожу за вторую. Здесь, конечно, самое главное, чтобы стоечки у вас были очень хорошо увлажнены, чтобы они не ломались при сгибах. Ну и вот когда я завела стоечки, вот эти вот, я их держу, чтобы они были у меня вот в таком ровном положении. Конечно, мы их потом подтянем обязательно. Но вот пока они так, пусть стоят так. Дошли до начальных стоечек, вынимаем вот эти вот трубочки. Итак, у нас последняя идет вот сюда вот, за первую стоечку, с которой все началось. Сейчас мы это все подтянем. И вот у нас осталась стоечка, она пойдет за эту. Итак, подтягиваем более-менее
Я аккуратненько подтянула все стоечки, и смотрите, у нас уже есть подобие того, как будто бы мы проплели веревочку в 3 трубочки. Но это еще не все. Я ставлю форму, и сейчас первый ряд я буду проплетать веревочку в 3 трубочки. Рабочие трубочки для веревочки у меня уже готовы. Кстати, я их не приклеиваю за стоечки, я их прячу вот прямо в проплетенный ряд. И начинаю плести веревочку в 3 трубочки. Конечно, параллельно я обязательно вот эти вот стоечки выпрямляю. Здесь нужно быть особенно аккуратными с этим. Потому что, видите, они гуляют. Вот, и мы с вами должны их выровнять. Кстати, можно плести, конечно, и без формы. Но с формой удобнее. С формой есть такая опора, можно сказать. Вот таким вот образом плетем веревочку. И у нас уже внизу образуется наподобие косички. Параллельно немножечко подтягиваем трубочки, стоечки, тем самым выравнивая вот это расстояние, убирая зазоры. Ну и после того, как я проплела веревочку в 3 трубочки, посмотрите, какой аккуратненький переход у нас получился. Такое подобие косички. Дальше можно плести уже теми способами, теми узорами, которые вы выбрали. Друзья, ну вот мы с вами рассмотрели 3 разных способа перехода от дна к стенкам корзиночки. Если у вас остались какие-либо вопросы, то пишите их в комментариях под этим видео, я обязательно на все отвечу. Надеюсь, что это видео вам оказалось полезным хоть в какой-либо его части. Обязательно ставьте большие пальчики вверх и подписывайтесь на канал. Желаю всем вдохновения, легкого плетения и увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!